Добро пожаловать на канал Уютные истории. С вами Алена, и сегодня я предлагаю вам сплести из бисера вот таких вот маленьких миленьких котеечек, сиамских котят. Это амигуруми, и плетутся они в технике монастырское плетение. Их можно использовать как брелок, одеть на пенальчик, на одежду. Ну и в принципе, можно даже и просто играть ими. Вот такие вот котята. Для плетения котят нам понадобится бисер. У меня вот такого номера, вот такой цвет белый. Ну, где-то грамм 8. Коричневый бисер для мордочки, лапок и ушек. Ну, где-то грамма 4. И у меня вот такой вот розовый бисер. Где-то грамма, наверное, 2 нужно будет на ушки, на лапки и на животик. Дальше плести я буду на вот такой вот ниточке для бисера. Диаметр 0,1 миллиметр. Иголочки для бисера. Также нам понадобятся вот такие вот штучки. Карабинчик со шнурочком. Ну, это по желанию. Вот такое вот колечко. Такие колечки я покупаю в отделе для рыбаков. Бусинка для носика. И 2 бусинки для глазок. 6 миллиметров у меня. Голубенькие. Также понадобятся ножнички. Ну и какая-то посудка для того, чтобы бисер не рассыпался. Я беру вот такие обыкновенные крышечки. Ну и, конечно же, желание сплести вот такого милаху. Для начала, для работы нам нужно будет отрезать нитку, ну, где-то сантиметров 70. В любом случае она будет заканчиваться, и смысла нет отрезать больше, потому что она будет путаться, будет неудобно плести. И вставить кончики ниточки в 2 иголочки, потому что работать я буду с иголочками. На леске и на проволоке я амигуруми не плету. Ну все, приступаем к работе. Наши ниточки на иголочке. И для удобства я завязала на узелочке. Начинаем плетение с головы, с макушки головы. И набираем на ниточку 4 белых бисерины. Опускаем их на центр нити. Условно я назову наши кончики ниточек как левая и правая для удобства. Опустили мы бисеринки на центр и левой иголочкой, вот этой вот ниточкой, проходим через крайнюю бисерину с правой стороны. Вот так, подтягиваем. И у нас с вами получился первый крестик. Далее набираем на правую иголочку 2 бисерины, подтягиваем, а на левую иголочку 1 бисерину и тоже подтягиваем. Левой ниточкой, там где 1 бисерина,
проходим через первую бисерину, которая на правой ниточке. Вытягиваем ниточку, подтягиваем. И у нас получился второй крестик. Третий крестик аналогично. Набираем на правую ниточку 2 бисерины, подтягиваем к работе, а на левую 1. Подтягиваем к работе. Что такое? Левой ниточкой, там где 1 бисерина, проходим через первую бисерину, которая на правой ниточке. Подтягиваем. И у нас получился третий крестик. Далее на правую ниточку, на вот эту, набираем 3 белых бисерины. Подтягиваем их к работе. И левой ниточкой проходим через первую бисерину. Подтягиваем. Вот у нас получилось 4 крестика. Ниточки должны выходить вот с этой стороны, вот так, сбоку. Далее набираем опять 3 бисерины белого цвета. Пока плетем белым цветом, поэтому уточнять пока не буду. Проходим левой ниточкой через первую бисерину. Подтягиваем. Левой ниточкой проходим через следующую вот эту бисерину. Подтягиваем. Теперь набираем 2 бисерины на правую ниточку. Подтягиваем. Левой иголочкой проходим через крайнюю бисерину. Теперь этой левой проходим через вот эту бисерину. Все подтягиваем. Вот так вот получается. Далее набираем 7-я ячейка. Набираем опять 2 бисерины. Подтягиваем. Левой ниточкой, вот этой, проходим через крайнюю бисеринку. Подтягиваем. Опять левой ниточкой проходим через следующую бисеринку в работе. Это был у нас первый крестик. Вот так вот подтягиваем. Далее набираем опять 2 бисерины на правую ниточку. Подтягиваем. Левой иголочкой проходим через крайнюю бисерину. Вот что у нас получилось. Хорошенько подтянем. Вот. Если у вас получилось точно так же, значит вы делаете все правильно. 9-я ячейка. И на правую ниточку набираем 3 белых бисерины. Подтягиваем к работе. Левой иголочкой проходим через крайнюю
бисерину. Подтягиваем. Левой ниточкой проходим через вот эту бисеринку. Все хорошенько подтягиваем. Далее набираем 2 белых бисеринки. Подтягиваем к работе. Левой ниточкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Вот так у нас получается. 11-я ячейка. Набираем 3 белых бисерины на правую ниточку. Вот так. Левой ниточкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Теперь вот этой ниточкой проходим через вот эту бисерину. Подтягиваем. Двенадцатая ячейка. Набираем 2 белых бисерины. Подтягиваем. Левой ниточкой проходим через крайнюю бисерину. Вот так. А теперь очень важный момент. Берем наше маленькое колечко и вот так вот на среднюю бисерину в ряду одеваем это колечко. И ниточкой проходим через колечко, бисерину и опять через колечко. Вы можете этого в принципе не делать, как бы если вам колечко и шнурочек не нужен, это можно пропустить этот момент. Далее набираем 2 белых бисерины на правую ниточку. Подтягиваем. Левой иголочкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Левой иголочкой теперь проходим через следующую бисерину. Все, подтягиваем. Все, посмотрите, колечко у нас закрепилось. Сейчас все опять тянется, обвяжется, и оно там будет очень хорошо сидеть. 14-я ячейка. Набираем на правую ниточку 2 бисерины. Подтягиваем. Левой нашей нижней ниточкой, вот этой, проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Теперь этой ниточкой, опять левой, которая теперь стала левой, проходим через последнюю бисерину в этом ряду. И вяжем, плетем 15-ю ячейку. Набираем 2 бисерины на правую иголочку и левой проходим через крайнюю белую бисерину. Вот мы сплели 15 рядов. Теперь будем плести по кругу, увеличивая нашу головку и округляя ее, чтобы голова у котенка была кругленькая, округлая. 16-я ячейка, мы набираем 4 белых бисерины. 4.
4. Подтягиваем к работе. Левой нашей ниточкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Теперь вот этой левой ниточкой проходим через вот эту бисерину. Подтянули все. Далее набираем 2 белых бисерины. Подтягиваем к работе. Проходим иголочкой через крайнюю бисеринку. Подтягиваем. И левой иголочкой проходим через последнюю бисеринку в этом ряду. Все подтянули. Хорошенько. Далее 18 ячейка. Набираем 3 бисерины на правую ниточку. Вот. Подтягиваем к работе. Левой ниточкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем все хорошенько. Сильно усердно, конечно, тоже не нужно тянуть, бо ниточка таки может порваться. Левой ниточкой проходим через вот эту бисерину, которая у нас была в 5-й ячейке. Вот. На правую ниточку набираем 2 белые бисеринки. Вот. Подтягиваем. Проходим левой иголочкой через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Теперь вот этой ниточкой, которая оказалась левой, проходим через следующую бисерину в изделии. Далее набираем 2 белые бисерины. Подтягиваем к работе и левой иголочкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Теперь опять левой иголочкой проходим через следующую бисерину. Вот так вот у нас плетение получается по кругу, постепенно увеличиваясь и округляясь. Опять набираем 2 белых бисерины, следующая ячейка, и левой иголочкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Опять левой иголочкой проходим через следующую бисерину. Все это хорошенечко подтягиваем. Так, 22 у нас ячейка. Набираем на правую иголочку 2 белых бисерины. Подтягиваем. Левой иголочкой проходим через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Вот этой левой иголочкой проходим через следующую бисеринку. Подтягиваем. 23 ячейка. Набираем на правую ниточку 2 белых бисерины. Подтягиваем. На левой иголочкой проходим через крайнюю. Подтягиваем. Вот что у нас получилось. Через следующую бисерину проходим опять левой ниточкой, иголочкой, и набираем 3 белых бисерины на правую ниточку.
подтягиваем левой ниточкой, иголочкой, ниточкой, проходим через крайнюю бисеринку на правой, подтягиваем и опять левой, этой левой проходим через следующую бисерину. Все подтягиваем хорошенько. Далее набираем 2 белых бисерины на правую ниточку, подтягиваем, проходим левой иголочкой через крайнюю бисеринку, опять левой иголочкой проходим через следующую бисерину и все хорошенечко подтягиваем. Далее набираем 3 белых бисерины на правую иголочку, подтягиваем и проходим. Ой, иголочка выскочила, сейчас, секунду. Все, вправили иголочку обратно, проходим опять левой иголочкой через крайнюю бисерину, подтягиваем, опять левой иголочкой проходим через следующую бисерину, набираем 2 белых бисерины на правую иголочку, подтягиваем, набираем, проходим левой иголочкой через крайнюю бисерину, подтягиваем, опять левой иголочкой проходим через следующую бисерину, подтягиваем, далее набираем 2 белых бисерины на правую иголочку, левой проходим через крайнюю бисерину, подтягиваем, опять левой проходим через следующую бисерину. Это у нас будет 29 ячейка. Ячейка. 2 белых бисерины на правую иголочку, подтягиваем к работе. Левой проходим через крайнюю бисерину. Опять проходим левой через следующую бисерину. Вот так. Набираем на правую иголочку 2. Набрали 2 белых бисерины. Проходим левой иголочкой через крайнюю бисерину, подтягиваем. Теперь проходим левой иголочкой, которая была у нас правой, теперь стала левой, вот эта вот ниточка, вот эта верхняя, нижняя, не знаю, как ее назвать. В общем, вот это. Вот этой иголочкой проходим через 2 бисерины, через 2, через вот эту следующую и вот эту, вот тут, вот так. Подтягиваем ниточки и набираем 1 бисерину на правую ниточку.
одну. Подтягиваем к работе и проходим левой иголочкой через вот эту одну бисерину. Вот так. Вот это у нас теперь мы сплели 31 ячейку. Так, мы с вами закончили ряд плести на 31 ячейке. Для 32 ячейки набираем на правую иголочку 3 белых бисерины. Подтягиваем их к работе. Так. Левой ниточкой проходим через крайнюю бисеринку. Все подтягиваем. Теперь проходим через следующую бисерину, через первую бисерину вот этой пары. Проходим. Набираем 3 белых бисерины. Я думаю, принцип понятен. Набираем на правую иголочку, проходим через первую бисерину левой иголочкой и потом ниточкой, которая была правая, стала левая, проходим через следующую бисерину. Принцип понятен, поэтому я думаю, уже не буду на этом сильно заострять внимание, просто буду говорить количество бисерин в ячейках. Опять набираем 3 белых бисерины. Можно уже готовить коричневый бисер поближе к себе подложить, потому что скоро уже начинается коричневая мордочка. И опять проходим через первую бисерину и через следующую. Подтягиваем все аккуратненько, расправляем. Набираем 2 белых бисерины. Проходим через первую и проходим другой ниточкой через следующую. Это тоже будет первая бисеринка пары. Закрутилась у нас тут. Сейчас расправим. Далее 36 ячейка. Набираем 3 белых бисерины. Подтягиваем к работе. И следующей ниточкой проходим опять через крайнюю бисерину. Подтягиваем. Другой иголочкой проходим через вторую бисерину пары. И опять набираем 3 белых бисерины. Подтягиваем. Проходим через первую бисерину. Подтягиваем. Проходим через следующую бисерину работы. 38 ячейка. 2 белых бисерины набираем. Подтягиваем. И проходим через первую бисеринку. Этой ниточкой проходим через следующую бисеринку. Так, 39 ячейка. И мы набираем 2 коричневых бисеринки. Подтягиваем. Мордочка наша начинается. Проходим следующей ниточкой через крайнюю
бисеринку, подтягиваем. Следующей ниточкой проходим через следующую бисеринку. Здесь расправляем все, если так запуталось. Далее набираем 2 коричневых бисерины. Подтягиваем. Проходим следующей ниточкой другой через первую бисерину. Подтягиваем. Другой ниточкой проходим через следующую бисерину изделия. Все вот так вот. Подтягиваем. Набираем 1 коричневую и 1 белую. 41 ячейка. Проходим через белую бисеринку. Подтягиваем. Другой ниточкой проходим через следующую бисеринку. Подтягиваем. Набираем 2 белых бисеринки. Подтягиваем. Проходим другой иголочкой через первую бисеринку. Подтягиваем. Обратите внимание, что коричневый цвет должен начинаться ровно посередине изделия. Не тут, как это часто бывает с этой стороны, посерединке. Если он начинается не посередине, значит где-то вы ошиблись и нужно искать ошибку. Но ошибаться, конечно, вообще нежелательно, потому что проходим через первую бисерину пары, потому что очень тяжело исправлять ошибки. Так, набираем 3 белых бисеринки. Подтягиваем. Проходим через первую бисерину. Подтягиваем. Другой иголочкой проходим через вторую бисерину пары. Все хорошенечко подтягиваем. Набираем 3 белых бисерины. Подтягиваем. Проходим иголочкой через первую бисеринку. Подтягиваем. Другой иголочкой проходим через вот эту одиночную бисеринку. Все хорошо подтягиваем. И это у нас будет 45 ячейка. Набираем 2 белых бисерины. Подтягиваем, проходим иголочкой через первую бисерину. Подтягиваем. Другой иголочкой проходим опять через первую бисерину пары. И набираем 3 белых бисерины. Таким образом увеличивая и округляя наши с вами изделия. Проходим ниточкой через первую бисерину. Следующей ниточкой проходим через вторую бисерину пары. Все хорошенько подтягиваем. Набираем опять 3 белых бисерины. Подтягиваем. Проходим иголочкой через первую бисерину. Подтягиваем.
этой иголочкой проходим через следующую бисерину. Подтянули. Набираем 2 белых бисерины. Подтягиваем. Проходим другой иголочкой через первую бисерину. Подтягиваем. Другой иголочкой проходим через следующую бисерину. Набираем опять 2 бисерины. Подтягиваем их к работе. Проходим этой иголочкой через первую бисерину. Подтягиваем. Следующей иголочкой проходим через следующую бисерину. И это у нас 50-я ячейка. Набираем 2 белых бисерины. Подтягиваем. И проходим иголочкой через эту бисерину первую. Проходим теперь, обратите внимание, 51-я ячейка, проходим следующей иголочкой через эту бисерину и через эту, которая рядом лежит, образуя такой полукрестик. Набрав еще одну бисерину, проходим через эту одну бисерину следующей иголочкой, подтягиваем, и у нас образовался полный крест. Мы сделали еще один ряд. Обратите внимание, что предыдущий ряд начинался вот здесь, аж вот тут, вот здесь, в этом месте. Теперь начало ряда смещается на один крестик. И так будет всегда. Ряд должен смещаться. Следующий ряд мы начнем отсюда и так далее. Он будет смещаться вправо. Обращаю ваше внимание. И еще ниточка у меня осталась коротенькая. Сейчас я вот этой вот ниточкой, которая у меня здесь, пройду через вот эту бисерину, вот эту, которая была в предыдущем крестике, и через все 3 предыдущие бисерины этого крестика. Вот так подтяну, вот так вот все хорошенечко, и завяжу на 4 узелочка, так хорошенечко, чтобы закрепить ниточку. И оставшиеся нити я просто обрежу и присоединю уже новую нить. В этом месте лучше всего обрезать. Хорошенько закрепляем. В этом месте лучше всего менять нить в начале ряда, потому что, ну, удобнее, не так заметно. Так вот хорошенечко завязываем на узелки, подтягиваем. Вот так. Ой, зацепили. Вот так вот хорошенько. Прям, ну, туго, ну, лишь бы не порвалось. Еще один раз сделаю узелок. Все, вот. И обрезаем нашу нить. Следующую нить делаем точно так же. Отрезаем ниточку необходимой нам длины.
выставляем иголочки. Вот такая вот у нас голова получается. Уже заметно, что округляется она, увеличивается. Мордочка у нас уже здесь коричневенькая начинается. Вот так должно получиться. Вот так должно